Привет, друзья! Сегодня мы приготовим штрудель. Очень легко, вкусно и быстро. Для приготовления теста для штруделя нам понадобится 150 грамм муки, 60-70 грамм теплой воды, 2 столовые ложки растительного масла и 1 яичный желток. Сначала мы замесим тесто. Для этого мы засыпем в миску нашу муку, потом разобьем туда. Нам нужен только желток, поэтому А куда мы денем белок? белок мы отделим в стаканчик. Оставим только желток. Пляп. Мы добавили желток. Теперь добавим чуточку растительного масла. Где-то 2 столовые ложечки растительного масла. Немножко соли. Совсем чуточку, чтобы просто оттенить вкус теста. И все. И теперь мы все это перемешаем. И потихонечку добавим воду. Воду лучше добавлять комнатной температуры. По чуть-чуть. Вот мы сначала прям ложкой вот так замешаем, чтобы к рукам сильно не липло. А потом мы вымесим это руками. Вот так вот муку всю поприбьем туда. Замесим, вмесим. И вот до конца мы залили всю воду. И сейчас мы замесим достаточно тугое тесто. Потом мы его обернем пленкой и положим, чтобы оно немножечко отдохнуло. А месить нужно ложкой или руками? А месить мы вымесили ложкой, чтобы сильно к рукам не прилипло у нас все это. А теперь вот когда оно подсобралось, мы теперь все это вымесим руками. Помесить его надо хорошенечко, чтобы оно почти не прилипало к рукам. То есть вот оно будет пока липкое. Посмотрим, может быть, мы добавим еще немножечко муки. Но его надо пока помесить. Вот оно такое, как резиновое становится. Какую муку ты использовала? Обычную белую муку. Вот оно уже собирается. Ну вот его прям вот так пожмакать несколько минут. Потом собрать все прилипшее тесто, отправить его тоже в комочек. Вот в этой мисочке, ну, не очень удобно. Почему? Потому что она там делает. У нас здесь все чисто, поэтому мы замесим прямо вот на нашем столике. Вот так вот его хорошо вымесить надо. И как долго? Ну вот пока оно не будет липнуть к рукам. Опять? Да, вот оно перестало, уже не так липнет, но все равно немножко прилипает. Но надо его прям хорошо вымесить, чтобы оно вообще даже не думало прилипать к рукам. А это так здорово. Это так как... чтобы не прилипало? Да. А ты сказал, что прилипало? Чтобы не прилипало. Значит, я плохо слышу. Это так здорово, это как медитация. Были же такие вот какие-то такие шары головы. Их можно было вот так мять в руке, вот так вот их плюхать. Ну, помнишь же, Лен? Ну, у них еще были волосы там какие-то. Можно было их прям вот мять. Ну, так вот. Просто ты из Москвы, я из Челябинска, у нас такого не было. Смотрите, это как медитация. Вот его можно прям пожмакать. Вот так вот. Все. И это очень здорово. И штрудель, и будет вкусняшка, и сладость, и медитация, и антистресс. О, какая прелесть! 3 в одном. Да. Вот оно становится вот таким вот прям хорошим, но еще вот немножко
прилипает, ну. Тесточка. Антистресс. Ну вот еще его поместить надо. Да, с каждым вот таким нажатием он становится все эластичнее и эластичнее. Вот, руки как раз подкачаю. Это прям 4 в одном получается. Да. Смотрите, готовьте и наслаждайтесь. Если у вас будут вопросы, пишите, не стесняйтесь в комментариях. А еще мы вам хотим напомнить. Ставьте колокольчик и лайк. Смотрите, какой колобок мы навертели, накатали. Мы его вот так вот разминали, и он просто стал, правда, как вот какая-то такая антистрессовая голова. И вот какой он хорошенький. Он прям как будто из чего мы лепили в детстве? Из пластилина, вот. Он как будто пластилиновый шарик такой. Очень приятный на ощупь. И всего там, сколько получается, 3 ингредиента, да? Мука, яичный желток и растительное масло. Ну вода не считается. Так что 3 ингредиента, и у вас вся вкуснота будет на столе. Я должна показать твою пленку. Потому что у меня вот такая штука была, я не знала, для чего она, я ее выкинула. А она, оказывается, очень удобна. Покажи людям. Да, эта пленка очень удобная, вот именно в этой коробочке. Я раньше их тоже выкидывала. Я думала, что они вообще никчемные какие-то. Вот этот наш колобочек. Мы кладем его на пленочку. Потом мы смажем его чуточку. Зачем? Вот, чуточку его надо смазать маслечко. А снизу не надо? И снизу сейчас смажем. Я такая И любопытная. снизу. Все, мы его смазали, ему хорошо. Теперь сейчас будет тепло. И завернем его в пленочку. А здесь вот такая вот штучечка, которой проходишься вот так. Зык. И все, и отрезаешь. И просто не надо потом лазить по всему вот этому рулончику и искать кончик. И ножницы не надо искать. Вообще ничего не надо. И ногти не надо портить и отдирать этот кончик. Да. Вот такой вот хорошенький у нас. Сейчас полежит где-то полчасика, он полежит и отдохнет просто на столе. А мы пока протрем наш стол и приготовим начинку. Сейчас мы подготовим начинку для нашего яблочного штруделя. Для этого мы, естественно, возьмем яблоки. Сначала мы их помыли и почистим яблоки от кожуры. Не люблю я пользоваться вот этими чистилками. А я, наоборот, не умею ножом чистить. А я не умею чистилками. Я один раз ей очень сильно обрезалась. Чистилками я чищу только морковку. Я все ими чищу. Я ножом вообще не смогу. Видишь, какие люди все разные. А яблоки чищу только этой ножом. Вот тоже какие-то штучки. Все это посрезали. Вот так мы это разрежем. А нельзя аппаратом для разрезания? Это оно такое классное, языке, знаешь? И убирает семечки, разрезает сразу на дольки. Можно. Ну, ты не любишь его, да? Нет, я им тоже часто пользуюсь. Можно. В принципе, можем даже попробовать. И сделать даже... Можно вот еще вот такой вот штучкой. Вот она такая. Так смотри, та чистилка, которая для... Чистилка для и разделитель для яблока сделает сразу 2 в одном. Она уберет семечки и разделит на дольки. Мне не надо сейчас делить на дольки, потому что я его еще пока не почистила. Так ты почисти. Давай сделаем сначала вот этой штучкой. У кого есть такая штучка, значит, у него вытащить сердцевинку и потом все это почистить. Вот так вот. Чистить не обязательно прям чистить, чтобы вообще ничего не оставалось. Нет, нет, нет. Просто немножечко вот так вот. Просто кожура, она, как правило, не очень мягкая, поэтому лучше почистить. А это яблоко сначала мы почистим хорошо.
Вот так мы его почистим. У меня все едят яблоки с кожурой. Да, в кожуре пектин. Да, и воск. Но все равно все едят яблоки с кожурой, уже все давно выросли. И поэтому как-то яблоки чистить это прям уже не камильфо. Теперь мы возьмем вот эту вот штучку. Вот она, икеевская штучка. Но ей надо прям пыхтеть. Вот поэтому я ее не очень люблю. Да, она режет, конечно, но мне кажется, что намного... Сейчас. Вот так вот. Смотри, как классно. Да, но я люблю вот эту вот штуку намного больше, потому что ей вытаскиваешь серединку, и потом быстро-быстро ножом ты порежешь на вот эти вот дольки. А эту надо на нее надавливать, пыхтеть. И... В общем, кому как удобно. В общем, кому как. Вот это мы сейчас быстро вот так хопа-хопа и разрезали на четвертинки. И теперь нам надо порезать их на какие-то вот такие кубички, долечки, даже не знаю, как их назвать. Не очень мелко, потому что сейчас мы их будем обжаривать на сковородке, чтобы они не сильно поломались и не превратились просто в кашу. А если покрупнее, то это можно сделать побыстрее. Так вот. Лена, расскажи нам какую-нибудь историю. Про яблоко. Про яблоко, про Турцию, про все, что хочешь. Ну вот, например, ты сказала воском смазывать яблоко. Ну вот в Турции я такого не видела, что воском смазывали. Ты видела? Есть здесь тоже, да, смазывают. У меня такие яблоки не попадают. Ну вот смотри, у нас даже вот еще одно есть яблочко. Кстати, мы про него забыли почему-то. Вот, и оно смазано. Вот смотри, оно смазано. Потрогай его. Не знаю, не знаю. И вот это зеленое тоже было смазано. Они все смазаны. А это сколько денег надо потратить, чтобы смазывать каждое яблоко? Зато они не портятся. Так. Мы нашли у нас еще вот такое вот желтое яблочко и решили его тоже порезать. Туда. Вдогонку к зелененьким. У нас, кстати, получился микс из яблок. Было зеленое, потом такое какое-то светло-зеленое. Лена, хватит воровать яблоки. Лена поджевывает яблоко. И вот такое вот желтенькое. Потому что когда они смешаются все, это будет очень вкусно. Растопим масло на сковороде и поджарим там сухари. Панировочные сухари. На самом деле у меня были очень-очень хорошие панировочные сухари, такие крупные, которые продаются для панировки всяких вот этих вот курочек, фигурочек. Я никогда не покупаю такое. А у меня были, нет, они просто сухари, просто крупные. Сейчас мы поджарим вот такие вот у меня сейчас мелкие. Ой. Немножечко их. Так, сейчас на сливочном масле. Вот так вот мы сейчас еще чуть-чуть обжарим их. На высокой скорости, да? Да. На сильном огне называется. Да, на высокой скорости. Как будто
даже стали такие вот такого карамельного цвета сухарики. Я думала, это от масла. Ну и с маслом они перемешались. И вот они, в принципе, уже высохли и стали такого карамельного цвета, потому что они обжарились. Я думаю, все, хватит их уже обжаривать, а то они могут подгореть. Да, на этом все. Мы зальем наш изюм кипятком, чтобы он постоял. Во-первых, он немножко промоется, во-вторых, он набухнет. Потом мы его процедим и заложим в наш штрудель. А наши яблоки мы польем соком лимона, чтобы они были красивые. А про шапочки для лимонов мы рассказывали в другом видео. Это было видео про салат мы, может быть. да, салат coleslaw. И это было видео про гречку с печенью. В общем, ссылку поставим наверху справа. Для приготовления начинки для штруделя нам понадобятся яблоки. Яблоки мы сбрызнули лимонным соком, чтобы они не почернели и остались красивыми. И сейчас мы добавим, это будет наш штрудель, нам так вкусно, мы так любим. Мы добавим цедру апельсина. Во-первых, это придаст обалденный запах и такой привкус. Это очень вкусно. Также нам понадобятся грецкие орехи, изюм, сахар, сливочное масло и корица. А, еще что это? Сухари панировочные. Да. Изюм мы замочили в горячей воде, чтобы он набух. Сахар можно использовать белый, у нас темный, коричневый. Пока мы подготавливаем ингредиенты и поставили стекать изюм, в этот момент мы включили духовку на сколько? На 180 градусов вверх-вниз. Разогреваться. Угу, отлично. Мы немножечко помесим сейчас наше тесто еще. И потом начнем. Мы присыпали стол мукой. Прям совсем чуть-чуть. Не надо, чтобы было много муки, потому что это тесто, оно вообще считается, что оно вытяжное. То есть его надо вот так вот тянуть, и оно само будет вытягиваться прям вот в такое тоненькое-тоненькое тесточко, как листик бумажки. Если бы вы видели глаза Лены. Я просто в шоке. Что это как листик бумажки? Это же очень тонко. Да, как вот, ты это сделаешь? вот оно такое. Ну, сейчас в сделаем. воздухе вот так крутить? Мы сделаем его вместе. Вот. Сделаем. Можно немножко раскатать скалочкой. Сейчас мы попробуем. Где наша скалочка? Наша скалочка. Викусь. Точно. Лена знает больше, чем Вика. Где лежат ее инструменты? Ленусечка. Лена вообще у нас все знает. Лена наш супер оператор. Всем операторам оператор. Спасибо. Так, вот сейчас мы его раскатаем. Это очень легко. Просто надо немножечко времени. Если вам интересно узнать про скалку, смотрите видео про пиццу на нашем канале. Вот так мы его раскатали. Кстати, смотрите, оно вообще не прилипает к столу. Оно волшебное. Да, надо прям растягивать. Оно такое приятное. Сейчас мы его еще покатаем.
потом простягиваем, потом опять покатаем, простягиваем. И это очень легко. Ну, у тебя все легко, Викусь. Да нет, на самом деле легко. Ну вот. У меня, Это ж... у меня просьба, извини, что я тебя перебила. У меня просьба к тем, кто повторит рецепт. Отпишите в комментариях, как у вас получилось растянуть тесто. Получилось ли у вас это легко? Конечно, легко. Это, опять же, своего рода медитация. Вот ты стоишь и крутишь вот это вот тесто, раскатываешь его. И в этот момент ты вообще ни о чем не думаешь. Ни о чем, что там творится, что там надо, что не надо. Так, хорошо. Теперь мы его берем. Вот, оно прям вообще не прилипает, вообще ни к чему. Слушай, а нам не важна форма, да? Или ты делаешь какую-то Ну, определенную форму? лучше сделать такое прямоугольное. Вот его прям под его собственным весом надо вот потихонечку вот так вот растягивать. И оно, да, оно растягивается. Да ничего не важна, никакая ни форма, ничего. Вот как растянется, так и растянется. Положим на него яблоки, присыпем сахарком, бросим туда пару горсточек изюма, орехов. И главное, чтобы было вкусно. А что там, форма какая-то? Вот, в общем, нам надо растянуть его вот до такого состояния. Вот чтобы видны были пальчики. Вообще его еще надо делать, положить его на полотешко и вот на полотешке так растягивать, чтобы был виден рисуночек полотенца. И на полотенце это даже... Рисунок полотенца? Да. Какого полотенца? Ну, кухонного. Главное, чистенькое. А зачем нам его рисунок? Ну, чтобы посмотреть, насколько оно тоненькое будет. Я думаю, что если сделать его не очень, прям даже тоненьким, если у кого-то не хватит на это терпения, то это ничего страшного, но будет штрудель потолще. Ничего страшного. Совсем в этом ничего страшного. Оно настолько вкусное тесто это. Какой раз ты уже делаешь этот штрудель? А раньше я делала очень часто, а потом что-то как-то его забросила. А сейчас осень, самый сезон яблок? Да, яблок много. И вот так вот вечером на кухне собраться с друзьями, с семьей, потянуть штрудель, закатать туда яблоки с дачи, потом налить, заварить всем вкусный чай, добавить туда малинки, каких-нибудь сушеных ягодок, чабреца. А ягодки мне отправляет моя мама, кстати, она выращивает их сама в своем саду-огороде. Землянику? И землянику тоже. Да, и сушеные грушечки. Тетя Оля, можно мне, пожалуйста, росточек землянички? Пользуясь случаем. Ленуся передает привет моей маме. Так давай посадим здесь землянику. Давай, где? Давай купим землю, сделаем плантации с земляникой. Ты прикинь, как будет круто. А она будет вообще расти на нашей земле, на турецкой? На нашей. На нашей, на турецкой. Будет, конечно, расти. Слушай, а что делать, если вдруг порвется? Вот сейчас раз и порвется. Что делать? Ну ничего. Ну, как вот здесь, например. Отщиплем где-нибудь с бачка вот здесь. Вот ничего страшного. Оно же, во-первых, завернется как он называется? Завернется в рулончик в такой, и, в принципе, можно отщипнуть где-то вот с бачка теста и налепить туда такую же заплатку, и ничего страшного. Хорошо. Вот, смотрите, уже просвечивается стол. А надо, чтобы все просвечивалось? Да не обязательно, чтобы все просвечивалось. Но просто чем оно будет тоньше, тем это все вкуснее. Ничего страшного, что где-то там есть какие-то дырочки появляются, это вообще никак не отразится. Не выходи за пределы моей камеры. Так, извините. Ну, просто оно уже такое большое, и все это случилось достаточно прям быстро. Да, мы же его быстро растянули. Я думаю, что хватит, наверное. У нас же не то, что там какой-то у нас любительский
любительский штрудель, чтобы всем было легко и просто, чтобы никого не пугать. Все это сможет любой человек сделать. Вот так растянуть его. Даже такой, как я? Да, любой. А, кстати, Ленуся у нас очень хорошо и вкусно готовит, просто стесняется. А ты что, пробовала? Что-нибудь? Ты мне всегда рассказываешь, что это было очень вкусно. Я тебе верю. У меня что-то было вкусное, я не помню. Вот я оторвала с пачка и положим вот сюда. И положим вот сюда. Но здесь все завернется, даже не надо такими штуками заниматься. Ну, это просто вот. Так надо или не надо? Кто хочет, занимайтесь. Кто не хочет, все. Вы вольны делать все, что угодно. Нет каких-то правил. В готовке вообще нет никаких правил. Делайте, как велит вам ваша душа. Вот и все. Теперь мы берем, мы растопили немножечко, растопили сливочное масло. И сейчас мы хорошо, прям обильно смажем наше тесто сливочным маслом. Штрудель очень любит сливочное масло. Он прям радуется, смотрите. Тесто радуется, когда на него намазываешь сливочное масло. Еще сливочное масло очень любят булочки с корицей, синнабончики. Мы их тоже как-нибудь приготовим с вами на нашем канале. Для этого ставьте колокольчик, чтобы не пропустить это видео. И можете нам написать, может быть, вы хотите какие-то рецепты проверить или узнать что-то новое, пишите, и мы поможем вам с этим. Мы прям пожирнее смажем. Прям так много. Так у нас в тесте не было ничего. Поэтому немного. Теперь мы посыпем все это сахарочком. Сначала посыпем сахарочком, потом выложим яблочки. И потом еще раз сахарочком посыпем, потому что яблочки у нас были зеленые. А зеленые яблочки... Грани, да? Они, да. Кислые. Они с кислинкой. Они очень вкусные. Слушай, Викусь, вот в штрудель надо использовать какие яблоки? Кислые, сладкие? Любые. Какие любите? Какие есть у вас? Такое все используйте. Нет никаких правил и ограничений. То, что есть, все используйте. Нет яблок, кладите вишню. С вишней тоже очень вкусный штрудель. А груша? Можно сделать с грушей. А нектарины? Можно, я уже наверное, вообще, да? нектарины. Да все что угодно. Какая разница? Это тесто, и в тесто завернуты там ягоды или фрукты. Вам же не на выставку идти с этим штруделем. Вы делаете для себя. Что любите, то туда и заворачиваете. Какое любите тесто, такое и делайте. Все равно это будет все вкусно, потому что приготовлено дома, с душой, для своих. Такой аромат стоит от апельсиновой цедры. Да. А представляешь, как нам будет сейчас вкусно, когда это все приготовится. Викусь, да у тебя все вкусно. Спасибо, Ленуся. Вот еще мы посыпем сахарочком. Сахарочек тоже, опять же говорю, можно посыпать обычным белым сахаром, и тоже это будет очень вкусно. Просто у нас уже что-то где-то завалялся вот этот вот сахар. И в сахар мы добавили еще немножко ванильки. Если есть ванилька, ванильный сахар, все что угодно, тоже добавьте туда пару ложечек, и это будет очень вкусно. Ваниль, яблоки, апельсиновая цедра, вот, как он называется, изюм побольше изюма. Вот А если лимонную цедру? Можно лимонную, но лимонная так не пахнет, как апельсиновая, да. Лимончиком мы полили яблоки, чтобы они у нас оставались красивыми. А апельсиновую цедру мы потерли, чтобы нам вкусно пахло. И сразу такое вот какое-то настроение, да, новогоднее.
Ну, готовьте подарки. Так, и бросаем орешков. Вот мы их не стали резать, мы их просто, вот я их руками вот так поломаю и покидаем. Нет орешков, не кладите орешки. Есть какие-то другие орешки, положите другие орешки. Ну, со штруделем очень хорошо, да, можно накачать руки. Пока вымешиваешь тесто, ломаешь орехи. Можно собраться и сделать этот рецепт со своими детьми. Это тоже очень будет здорово. А, еще мы вам расскажем, опять же, если вам интересно, пишите в комментариях. Все нам пишите, что вам интересно. У нас есть очень интересные суперские рецепты для того, чтобы собраться всей семьей и приготовить, например, с детьми. Когда им скучно, на каникулах. Можно сделать прянички, налепить. Все у нас есть, мы вам все расскажем. Пишите нам в комментарии. А вообще, пока мы вам все рассказывали и показывали, мы совершенно забыли посыпать тесто вот этими нашими сухарями. Для чего сухари? Чтобы тесто не пропиталось соком яблок и чтобы вот они в себя вобрали всю вот эту вот жидкость, которая там есть. Но, в принципе, у нас яблоки достаточно были сухие. Немножко вот так поприсыпем все это сверху, потому что все равно мы будем заворачивать. И я думаю, что ничего страшного. И корица. Корица. Побольше корицы. Ну, кто не любит корицу, не кладите корицу, посыпьте ванилью. Или можете вообще ничем не сыпать. Но корица, конечно, придает вот именно такой какой-то новогодний аромат, мне кажется. Мне вообще кажется, что штрудель это вот такой какой-то новогодний, да, рецепт. А сейчас мы будем заворачивать наш штрудель. Когда мы его будем заворачивать, мы смазываем, опять-таки, каждый слой мы смазываем маслицем, чтобы он не был сухим. Вот эти вот края мы завернули. И аккуратно, он может рваться, это ничего страшного. Ничего страшного, потому что он будет как рулет. И обязательно один слой перекроется другим. Вот смотрите, какое тесто. Оно даже особо не рвется. Так, вот немножечко сложили, промазали маслом. Теперь еще вот так его сложили. Так. Промазали маслом. Штрудель очень любит масло. Вот здесь вот мы вот этот вот кончик так закроем. Подсоберем все, что у него там есть. Наверное, самое сложное сейчас будет перетащить его на противень. А сейчас мы решили провести эксперимент. И штрудель приготовит Елена. И расскажет, насколько это просто и здорово. Работай, Елена, работай! Ну, пока легко. Пока. Ну, там всегда легко. Ну, это мой первый в жизни штрудель. Штрудель. А теперь можно переходить и жмякать уже руками. Вот это? Вода да, чуть-чуть. доливай. Объединяется все. И вот со стеночек. Ага. Вот. Все, теперь можешь уже замесить это все руками. Тесто, кстати, очень любит руки.
поэтому нельзя месить в перчатках. Руки я помыла. Так, снимаю дальше. Вот прям собирай, все. Вот прям и пальцами жмакай его внутрь, чтобы у него все вбивалось. Ага. Вот. Оно прям вот через минуточку, оно будет уже таким эластичным. Можно будет пойти помыть опять руки. Вот с пальца все тоже в него туда возьми. А вы поняли вообще, я работала оператором, а теперь я попала на мастер-класс. Оператор работает за еду. О, прикольно, смотри, оно все пристает. Да, оно все собралось. Вот, все. Теперь, все? ну, теперь можешь помыть руки и чистыми руками уже домесить его на столе, чтобы оно стало однородным. Почему у меня так руки чистые? Или от теста его надо помыть? Почему? Ну, чтобы не было вот этих вот присохших. Ну как? Как ощущения? Да, качаются, руки качаются. Тут надо приложить усилия. Ну здорово же, да? Антистресс. Что кусочек маленький. А то был бы большим, мне кажется, мне бы не хватило на него сил. Ну смотря у кого какой стресс. Что, правильно я делаю? Все правильно, все супер. Это все чистенькое, это у нас просто водичка была. Ой. Вот, вминай его, мни, жми. Оно будет прям однородным, как пластилин. Вот такой у нас получился штрудель. Смотрите, какой у него богатый внутренний мир. Когда мы его перекладывали, мы переложили на противень его не совсем правильно. Надо было положить растянутое тесто на лист пергамента и потом только всю вот эту вот начинку на него выкладывать. Потому что когда ты его начинаешь переворачивать, перекладывать на противень, из-за того, что тесто очень-очень тоненькое, и плюс оно наполнено яблоками и всякой всячиной, оно просто начинает рваться. Мы немножко неправильно его переложили, и поэтому, когда мы его крутили, его, так скажем, низ получился наверху. Но это ничего страшного, мы его присыпем сейчас сахарной пудрой. А все мы это вам показываем для того, чтобы донести одну идею. Не бойтесь, делайте. Даже если получится не очень красиво, то все равно это будет все очень вкусно. Вы делаете для себя и для своих домашних. Наслаждайтесь. И готовьте вместе с нами. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментарии. Приятного аппетита и спасибо за просмотр. Смотри, какой он хрустящий. Тоненький. Ну и что этим разрезом кверху? Ничего страшного. Следующий мы сделаем уже по-другому. А следующий сделает нам Ленуся. А Ленусина тесто отдохнула, полежала. И теперь она сейчас его быстро раскатает. А, кстати, мы съели свой первый штрудель. Он был очень-очень вкусный. Угу. Может быть, он получился не очень красивый, но был обалденно вкусный, не побоюсь этого слова. Если бы у нас еще был шарик ванильного мороженого, было бы еще вкуснее. А в это время Ленуся все катает, ее тесто стало уже прям все тоньше и тоньше. Сейчас мы перейдем на руки. На руках его быстро растянем.
Вот, Ленуся у нас дошла до момента, как надо смазывать маслечком. Вот так. Ничего страшного, что вот эти дырки или какие-то там некрасивости. Это вообще в этом ничего страшного, потому что мы делаем это для себя, для дома. И вообще все эти дырки перекроются слоями. Ну ведь красота, 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 красотулечка. У Лены вообще это первый штрудель в ее жизни. Да. Ой, смотрите, какое тоненькое тесто, смотрите. Виден лист бумаги, на который мы положили. У меня самый лучший оператор в мире. Который на что-то способен, кроме того, как снимать. А я у оператора кулинар. Так, сейчас мы его посыпем. То, что мы забыли в первом видео сделать, посыпем тоненьким слоем сухарями. Сухари сейчас у нас съедят все масло. Угу. И оно не успеет намочить тесто сильно. Так, а сейчас мы насыпем туда яблочек. По центру только, да? Ну и по центру и так накидаем. И в этот, на краешке. А сворачивать же? Ну, свернем, потихонечку свернем. Ага. О, идеальненько. И еще этого. Так, теперь мы посыпаем все это изюмом. Хорошо сдобрили изюмом. Еще горсточку. И посыпем сахаром. Все, высыпаем весь сахар. И по краям тоже везде, везде, везде. Лена очень старается. Конечно, это же он первый штудель, нельзя позориться. Тем более еще и на камеру. Кстати, снимать очень тяжело. Как я думала, легко. Вот нифига, все очень тяжело. Все. Так, и еще... Давай, пока у меня руки чистые. Присыплю. Сыпь немножечко, ага. Коричкой. Корица, корица, это очень вкусно. Ага. Вот я разошлась-то, да? Так, а теперь сворачивай его в Откуда? рулетик. Откуда хочешь. А, давай свернем опять туда вот эти наши кончики. Так, вот даже чуть-чуть побольше, потому что это бумага ровно на, как он поняла. называется, на противень рассчитана. И этот. Так, идеально. Вообще очень супер. Так, не-не-не, сейчас, секундочку. Вот прям сворачивай, начинаю его сворачивать. Вот, А здесь? Так вот. Ага. Верти его. Даже можно вот как в суши делаем, бумагой вот этой вот помогать. Только не сильно его не нажимая, он должен быть такой прям воздушный. Вот. Какой получается обалденно красивый. И с другой стороны тоже этой бумагой помогай, его вот так вот крути. А бумага короткая. Ничего страшного. Вот так вот. Вот так вот. И мы его сейчас перевернем с помощью бумаги. Мы его... Оп! Отлично. Вот. Потому что прошлый мы почему-то забыли положить на бумагу и перевернуть. Смазывать маслом. Нет, она уже масляная. Смазывать его надо маслом. Угу. Маш хорошо масло. Так.
Вот какой он хороший получился. Прям вообще. И сейчас мы его в 4 руки положим на противень. Хотя можно и в 2 руки. Двумя руками просто затащить, перетащить его. Даже не поднимать. А можно прям с этой бумагой унести? Конечно, конечно, мы с этой бумагой понесем. Прям хорошенечко. Мы его сейчас еще промажем на противне. Сейчас, секунду. Все, мы сейчас его смажем еще прям хорошенечко маслом. Вот, жопочку, попочку. Все, хватит уже. И отправляем его запекаться в духовку на 180 градусов вниз-вверх.